Территория форта М Брестской крепости. И шоу «Город». Представляют фильм Алексея Купрякова «Экоспорт Green Workout». Экоспорт, Green Workout. То есть мы подразумеваем под этим не какой-то частный случай, о котором я буду дальше рассказывать, а вообще все виды физической активности, которые благоприятны окружающей среде. Это спортивная расчистка территорий, это спортивный мониторинг окружающей среды. И для зимы, когда там расчистка территории или какая-то уборка не актуальна, мы планируем создавать такие тренажерные залы, в которых тренажеры вырабатывали бы альтернативную электроэнергию. Это действительно интересно. Вот даже человеку, не заинтересовавшемуся пока вопросами экологии, это может привлечь его и в те же залы, и на улицу. Наступила эра, когда человек, совершенствуясь сам, просто обязан совершенствовать окружающую среду. Кто тратил деньги на тренажерный зал? Много, да? Тут вас бесплатно забирают хороший автобус, завозят в красивое природное место, где много кислорода, где команды сражаются, кто по весу больше мусора соберет. Можно скучно поднимать мусор, да, там как у нас. Ходить, там эти волонтерские уборки, но это, блин, скучно. И можно использовать мусор как тренажер. Мы адразу ламануліся ў парк на Партызанскай, паўдзельнічалі ў акцыі Let's Do It. Была прикольная разминка, была девчина, которая показала элементы капоэйры. Это вядомы такі бразильский вайсковый танец. А вот в ответ сразу второй. После разминки мы пошли сбирать в лес смецця. Все шли с таким непонятным недоумением на лице, что же это нас будет ждать такое, зачем мы вообще идем этот мусор собирать? Ребят, сейчас у нас емкая локальная задача, вот этот пятачок, убирать так, чтобы было ощущение чистоты. Что такое динамика? Когда вы сели и пошли дальше, там, да? Что такое статика? Когда вы сели, вы собираете, да, статика. Статики быть не должно, то есть мы постоянно двигаемся. Начали сразу просто бегать. Леша пытался нас обучить каким-то кувыркам. Не знаю, спорт или не спорт, такая на любителя вещь, мне кажется. В процессе как-то все разгорячились и, в принципе, получили удовольствие. Я понял, для чего это, да, это очень полезная штука, идея очень правильная, но она требует доработки. Нынешний субботник в Бресте претендует, пожалуй, на самый оригинальный. Уборку совместили с уличным спортом. Полезно во всех отношениях. Поднять пластик и ветошь земли в прыжке или кульбите может не каждый. Много таких элементов есть, которыми ты касаешься руками земли. Почему бы не захватить то, что лежит на земле? Спортивный интерес нашли и на территории заброшенного форта. Условия не только собрать мусор, но и сделать это быстрее соперников. На то, чтобы наполнить урны, 20 минут. Акции в рамках месячника по благоустройству продолжались на протяжении нескольких недель и проводились не только в выходные дни, но и в рабочие. Очистить загрязненную территорию в виде интересных соревнований предложили сотрудники экологического зеленого портала при поддержке Брестского горисполкома. Сбор мусора на скорость увлек не только молодежь, но и людей постарше, которые с удовольствием включались в акцию. Саму идею Брестский зеленый портал разработал всего 2 месяца назад, но ее тут же похватил Минск. Мы проводили в парке 50-летия октября первые соревнования вообще в мире по этому направлению. И сегодня мы родному уже Бресту, родному региону презентуем это направление. У нас сегодня команды от университета спортивного направления, команды Брестского мусороперерабатывающего завода и команда спортсменов уличного спорта, паркур, трейсинг,
Даже ребята некоторые приехали к нам из Гомеля для того, чтобы поддержать это направление. Ребята вошли во вкус, даже реально бегают, уже соревнуются, самим интересно где-то. Вот нашли даже колесо трактора. Я не представляю, где, надеюсь, все ближайшие колхозы на тракторах обнаружат это колесо, все у них будет хорошо, да? Но если говорить серьезно, то, конечно же, это необходимо, потому что, к сожалению, все, что находят здесь ребята, это все мы делаем сами же, выбрасываем своими руками. Особенно зрелищным стал конкурс по креативному сбору мусора. Молодые люди, представители паркур-движения, в буквальном смысле в полете ловили выброшенные бутылки. Людям понравилось. Думаю, в дальнейшем такие подобные мероприятия будут проводиться еще не раз, и в дальнейшие годы будет еще больше команд и больше людей заинтересованы. Так с чего же начать? Если в твоем городе уже есть это движение, тогда все просто, подключайся. А вот если ты первопроходец, тогда, по нашему опыту, лучше начать с проведения летних соревнований. Именно соревнования позволяют сразу привлечь много людей, быстро донести им идею и правила наших игр, легко привлечь журналистов и спонсоров для дальнейшей раскрутки. С одной стороны, нужно узнать, кто в твоем городе занимается твердыми бытовыми отходами. С другой стороны, познакомиться с сообществом уличных спортсменов и местными молодежными организациями. Городской службе ты пишешь: приглашаем принять участие в волонтерской уборке в формате спортивных соревнований. Такая-то территория, от вас потребуются контейнеры для раздельного сбора мусора с их последующим вывозом, перчатки и мусорные пакеты для участников, напольные весы. Будем рады, если в соревнованиях примет участие команда вашего предприятия. А спортивную молодежь ты просто зовешь на соревнования в составе команд из 7 человек. Кроме этого, нужно подружиться с журналистами и дать предварительную информацию в местные СМИ. Самое важное – согласовать предстоящие мероприятия с местными органами власти. И заодно предложить им выступить в качестве партнера с их памятными бумагами и призами. После этого предлагаем наиболее успешным предприятиям города стать вашими спонсорами для покрытия всех дополнительных расходов и формирования призового фонда. Письма отправлены, ответы получены, команды сформированы, гости приглашены. А что дальше? В день проведения соревнований нужно заблаговременно подготовить базу, площадку для раздельного сбора мусора с напольными весами. Кроме биоразлагаемых пакетов для мусора и защитных перчаток для участников, нам потребуется только репеллент от клещей и аптечка. И вот, к назначенному времени на базе возле выбранной тобой природной территории собираются гости и участники соревнований. Необходимо провести им инструктаж по технике безопасности и предложить воспользоваться репеллентом от клещей. После этого нужно объяснить им программу соревнований и правила. В программу летних игр обычно входит разминка, индивидуальная номинация на самый оригинальный способ сделать мир чище и командная номинация на сбор мусора по весу за 20 минут. Правила соревнований по спортивной расчистке территории. Участвуют 2 и более команд по 7 человек. Спортивной задачей является сбор трудноразлагаемого мусора на ограниченной природной территории в течение 20 минут. Роли в команде: капитан, 4 челнока, тяжеловоз, сортировщик. Капитан планирует маршрут, с помощью компаса и карты ориентируется на местности, определяет места стоянок, проводит разведку, в остальное время работает как челнок. Задачей челноков является прочесывание местности в радиальных направлениях от стоянки и сбор мусора в переносной контейнер, который там находится. Тяжеловоз переносит заполненный мусорный пакет на базу и возвращается к месту новой стоянки, ориентируясь по компасу и карте. Сортировщик все время находится на базе, являясь работником тыла, и распределяет полученный от команды мусор по стационарным контейнерам. Выигравшей команда считается та, которая собрала мусора больше по весу. Ну вот и все. Даешь интервью журналистам, награждаешь победителей и приглашаешь участников к регулярным еженедельным тренировкам. Добро пожаловать в сообщество Green Workout!